Как делится наследство между очередями? Когда отсутствует завещание, раздел имущества между наследниками делится в порядке очереди, по закону, то есть, как предполагает законодательство. Наследники выступают в разной очереди, исходя из их статуса. Раздел наследства происходит в порядке поочередности. Первая очередь – дети, супруг и родители. Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка со стороны отца и матери. Третья очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей, дяди и тети. Нужно знать, что если отсутствуют наследники первой очереди, то право наследования автоматически переходит ко второй очереди, если отсутствует вторая, то к третьей и так далее. Если нет наследников основных трех очередей, то наследство будет делиться между последующими очередями. Четвертая очередь – прадедушки и прабабушки. Пятая очередь – дети родных племянников и племянниц и родные братья и сестры бабушек и дедушек. Шестая очередь – дети двоюродных внуков и внучек. Седьмая очередь – отчим, мачеха, падчерицы и пасынки. При наследовании по закону нужно знать, что на наследование имеют право усыновленные и усыновители, а также лица, которые находились на иждивении. Усыновленные и усыновители приравниваются к кровным родственникам. Иждивенцы и нетрудоспособные лица, например, несовершеннолетние, также имеют право на наследование, независимо, проживали они с наследодателем или проживали отдельно. В ином случае иждивенцы получают наследство в порядке восьмой очереди. Также выделяется в этой группе наследование по праву представления. Это такая ситуация, когда лицо, относящееся к одной из очередей, умирает еще до смерти наследодателя, и наследство переходит к потомкам этого лица, например, к внукам, к детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам.